привет, и вы снова на моем канале Мастер Кнотс 007. Сегодня я расскажу вам еще о нескольких способах навеса нитей для начала плетения макраме. В одном из своих видео я уже раскрывала эту тему. Сейчас я хочу ее немножко расширить. Итак, приступим. Предположим, что в вашем проекте вы будете использовать нити разных цветов. Но дело в том, что вам нужно расположить их в определенном порядке. Давайте навесим свою первую нить. Предположим, мы навесим ее замком наизнанку. Как сделать это замком на лицо, вы узнаете позже. А теперь мы берем нить другого цвета. Да, мы можем навесить ее рядом, но по нашему проекту нити цветные должны располагаться с двух сторон от центральных. Как это сделать? Очень легко. Слегка расслабим колечко, аккуратно, которое мы навесили на нашу основу, и в образовавшуюся петельку проденем нашу вторую нить другого цвета. Вот и все. Теперь аккуратно подтянем за центральные нити, закрепляя вторую нить, и мы можем приступать плести к нашему проекту то, что нам было нужно. Существует еще один метод. По сути, он тот же самый, только называется хамелеон. Если честно, я не знаю, почему он так называется. Просто в одной из книг макраме мне попалось название этого навеса хамелеон. Как это сделать? Мы делаем петельку на нашей нити второго цвета, продеваем ее под основу и в образовавшуюся петлю вдеваем две центральные нити. Теперь мы будем работать правой и левой нитью другого цвета. Мы берем концы этих нитей и аккуратно продеваем в образовавшиеся петельки. Таким образом мы образуем петлю замком на лицо. Возможно, вам это пригодится в вашем проекте. Подтягиваем нити, чтобы это было красиво и аккуратно. Мы готовы приступать к плетению нашего проекта. Если же вам надо навесить цветную нить замком наизнанку, мы не будем продевать центральные нити в образовавшуюся петлю, а сразу будем работать правой и левой нитью дополнительного цвета. Вот и все. Теперь наш замок на нити другого цвета образовался наизнанке. Это, возможно, пригодится вам для ваших новых проектов. Плетите с удовольствием. А сейчас я расскажу и покажу вам, как навесить нить замком на лицо и сделать вокруг нее точно такой же навес хамелеон. Итак, навешиваем нашу нить замком на лицо. Берем нить другого цвета и поступаем так, как нам необходимо. Мы можем расслабить это колечко и продеть нить второго цвета в образовавшуюся петлю. Затягиваем центральные нити, и вот теперь наши цветные нити располагаются в нужном нам порядке. Также мы можем навесить навесом хамелеон. Мы продеваем две центральные нити в образовавшуюся петлю, а правые и левые концы нити другого цвета продеваем в образовавшиеся петельки. Таким образом у нас образуется замок на лицо, как и на центральной нити, так и на нити другого цвета. Выбирайте тот способ, который вам больше нравится. А я расскажу вам, где еще может пригодиться такой способ навешивания нитей. Итак, например, у нас основа, которая не слишком широкая, а по вашей идее и вашей задумке вам нужно работать с несколькими нитями. Например, в вашем проекте будет 4 нити. Как быть в этом случае? Это у вас, допустим, карабин или небольшое кольцо. Я покажу на карабине. Мы берем нить, которую мы будем навешивать первой, навешиваем ее на нашу основу, неважно, замком наизнанку или замком на лицо, это не имеет значения. Главное понять сам принцип. Теперь мы навешиваем и вторую нить. Посмотрите, две наших нити уже полностью заняли все пространство на нашей основе, а у нас еще две нити. Как мы поступим в этом случае? Так же, как и в предыдущем. Мы возьмем одну из нитей, она может любого быть цвета, та, которая вам нужна. Аккуратно расправим, слегка расслабим кольцо и в образовавшуюся петельку проденем еще одну нить. Таким образом, она у нас уже как бы в работе и при этом не занимает места на нашей основе. То же самое мы делаем и с другой нитью. Расслабляем слегка колечко, продеваем
в образовавшуюся петельку еще одну дополнительную нить, складываем ее так, как нам надо, пополам или асимметрично, подтягиваем наши центральные нити. И смотрите, на нашей небольшой основе у нас уже 4 нити. Вот таким образом мы можем продолжать плести, и это будет красиво и аккуратно. Плетите с удовольствием. Всем пока!